Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики! Сегодня мы поговорим о женщинах-тельцах. Подвинусь к вам поближе и начнем. На человека влияет куча всяких разных факторов, но я говорю именно здесь об очевидных, о типичных чертах характера чистых знаков. Еще раз, всегда и в каждом видео предупреждаю, что я не профи в астрологии, я только наблюдатель. Буду подглядывать свои записи. Какие у нас женщины-тельцы? Стабильные. Такие стабильные, что сдвинуть с места их не представляется возможным. Упрямее, чем овны. Так как тельцы управляются Венерой, конечно же, они очень красивые и женственные, привлекательные для мужчин. У них всегда приятные манеры, приятный голос, тембр голоса. Но они все воспринимают через призму практичности сами. Хотя сами, конечно, этого не признают. Вообще все, что их окружает. Она и женственная, и в то же время очень сильная. Причем она сильная в прямом и переносном смысле. Даже если этого по ней не скажешь, она внешне может быть хрупкой, но на самом деле очень у нее такая есть стержень. Они очень терпеливы, но если ей что-то угрожает или кому-то из ее близких, она может разнести всех. В общем, в гневе она страшна, а так, конечно, в жизни она не теряет самообладание совершенно. Упорная и прагматичная, она реалист вообще по жизни. С детства очень мудро, они рассуждают уже с детства, как какие-то старушки. Она рассудительна, делает выводы с детства уже как взрослый, зрелый человек. Мудрые тельцы, они с рождения, это как бы от природы они. И если ей что-то интересно, вот женщине-тельцу, она углубится в тему очень глубоко. Она миролюбивая, старается устранить конфликт любыми путями, и выступая в роли адвоката, или так, как в данном случае, подходит ей. Любит гармонию мира, который ее окружает. Все должно быть спокойно. Это до тошноты практичный знак. Она не расстанется с вещами вот ни за что. Чтобы ей что-то заменить, она вот будет действовать по плану. Значит, сначала куплю новое, потом выброшу старое. А не так, что я расчищу, допустим, свою квартиру или комнату, и потом подумаю, надо мне его захламлять вновь, или что-то вообще заполнять, что-то покупать, или оставить вот такое пространство. Тельцы не дают пустых обещаний, и это же они ценят в своем окружении, в своих друзьях. Очень внимательны в разговоре, когда кто-то с ними общается, подмечают все действия, слова, жесты. На грубую критику они могут обидеться. Они эстеты в своем роде, любят красиво выглядеть, любят красивые вещи, украшения, любят комфорт дома. Дом для них важен как тыл, как вот убежище, как что-то стабильное. Женщина-телец стопроцентный гедонист. Она делает все абсолютно, чтобы получить удовольствие. Например, она может при возможности долго спать, вкусно есть, заниматься в идеале только тем, что ей нравится. Если она сама слабая натура, что бывает, кстати, крайне редко, то она об этом мечтает, вот, что вот так и так ей бы хотелось, но сама для этого ничего делать не будет. Но вот такие слабые натуры – это очень-очень большое исключение из правил. Так как тельцы слишком любят получать много удовольствия от жизни, у них нарушено чувство меры частенько. Они могут слишком много есть, пить и, в общем, слишком делать что-то. Они очень умны и эрудированы. Они чуть медленнее, чем другие, обучаются вот некоторым вещам в школе, в университете, в институте. Зато позже они вот эти знания, очень хорошо впитанные ими, потому что они посвятили им время, они применяют эти знания, на деле, и они становятся профи во многих областях. В то время, когда те, которые учились рядом с ними, они уже давно забыли эту информацию и не в состоянии ее использовать.
Тельцы любят себя, потакают своим слабостям, желаниям. Кто-то себя жалеет, это они тоже любят делать, перекладывает вину за то, что у нее что-то там не получается, на других, потому что так удобнее, естественно. Иногда в глазах других они выглядят ленивыми. Например, им важно, как они накрасились или оделись, а пыль в доме их особенно не будет волновать. Часто они нерешительны, и при всей своей силе они, тем не менее, инертны и инфантильны. Не любят выходить из зоны комфорта, хотя это бы пошло им на помощь, на пользу. Не любят выходить из зоны комфорта, хотя это пойдет им на пользу. Ни за что не выйдут из этой зоны, если только это не их собственное желание, или это, например, какие-то крайние обстоятельства внезапные, которые их не вытолкнут из этой зоны комфорта. Не любят новые обстоятельства жизни, когда надо менять режим дня, например. Но, как уже говорилось, если это нужно им самим, то они поменяют режим легко. Новая работа, учеба, коммуникации с новыми людьми, значит, они в этих делах консервативны и любят то, что им уже проверено, что они знают. И так как они не идут так просто на контакт, многие воспринимают, значит, женщин-тельцов как высокомерных особ, хотя на самом деле это не так. Иногда бывает так, что они получают удовольствие от того, что женщины-тельцы получают удовольствие от того, что у соседа корова сдохла. Но это не зависть, это не злорадство с их стороны, да, что у него плохо, а у меня вот хорошо. А это обращение внимания на все, что происходит вокруг них, оно вдохновляет тельцов развивать свои лучшие стороны и достигать успеха на многих поприщах. Они часто очень талантливы, усердны, они бывают эгоистичны. Минусом еще является то, что они любят все материальное, поэтому копят ненужные вещи, как уже я говорила ранее. Но они не жадные. Вот они, например, если они хотят кому-то сделать подарок, они будут долго думать, чтобы такого сделать именно приятное. И подарить стараются что-то действительно хорошее, и чтобы человек порадовался. У тельцов очень интересное чувство юмора, своеобразное, это именно вот присуще очень тельцам. Им смешно, когда кому-то больно, кто-то упал, подскользнулся, опозорился, подавился, там, я не знаю, ну вот им это, они будут смеяться от души. Женщина-телец страстная, они этого же хотят, естественно, от своего мужа. И если это все сходится, это будет союз прям вот нерушимый. Если ее уже муж, так сказать, не будет каким-то образом ее удовлетворять, да, вот влезла она в эти отношения, и муж каким-то образом мало уделяет ей внимания, плохой секс или еще что-то, или там, ну, что-то ей не нравится, да, то некоторые тельцы, которые не развивающиеся, не работающие над собой, так сказать, да, не растущие, могут начать пить, курить, много есть, изменять, плевать на свое здоровье. То есть у них проявляется вот в такой форме. И сами они не делают ничего, чтобы изменить ситуацию, но будут винить кого-то и заливать это, значит, горе вином. Но у тельца хорошая интуиция, они способны, в принципе, правильно выбрать себе партнера, мужа и так далее. На работе они карьеристы, могут получить высокую должность, потому что у тельцов аналитический ум, очень креативное мышление, они используют свои знания все профессионально, могут все знания применить в любой области. Как правило, это ценные работники, и на них обращают внимание. Они любят деньги и могут стать управляющим директором фирмы только по этой причине, потому что, допустим, у них там зарплата. Вот, кстати, моя дочь телец, и она была какое-то время управляющим директором. Но работа должна быть в удовольствие. Если ей не интересно, она найдет любые способы бросить эту работу, увильнуть оттуда и так далее. Тельцы часто талантливые, они хорошо писать умеют, танцуют, рисуют, играют, шьют, поют. В общем, им лучше иметь профессии вот в этой сфере, где у них проявляются таланты, интересы. Например, частые, как бы, да, вот куда их несет, это дизайнер, психолог, писатель, артист, вот туда. В гороскопах, кстати, часто упоминают, что для тельца хорошо
хороши какая-то, в общем, деятельность или профессия, связанная с земледелием, вот копаться в саду там и так далее. Вот я ни разу не встречала тельцов, у которых было бы какое-то подобное хобби. Они, как правило, не любят особенно ни цветы, ни растения дома, и в саду тоже не ковыряются. Вот не знаю, правда, ни одного тельца, кто бы этим занимался. Подведем итог. Тельцы не любят скучных людей, недалеких и не эрудированных. Тех, у кого нет вкуса или кто не следит за собой. Не любят, когда вокруг них шум и суета. Боятся, ну как бы боятся, это слово неправильно, опасаются, не любят бедности, не любят людей с иными взглядами на жизнь и которые пытаются на тельцов повлиять. Не любят ревнивых мужей и ухажеров, хотя им почему-то именно такие и попадаются, как правило. Сами очень женственные, сексуальные, могут хорошо печь, как правило. Вот это, кстати, часто встречается у тельцов, именно вот они, мне кажется, из них бы получились изысканные кондитеры. Не повара, вот, допустим, да, а именно вот что-то такое со сладостями связано. Имеют множество талантов и могут их все профессионально использовать. Стопроцентный гедонист. Телец – это стопроцентный гедонист. Кто такая женщина-телец в моих глазах? Это Белоснежка, вокруг которой масса гномов, которые ее побаиваются, потому что она умна, мудра, сильна и слишком красива. Не ее выбирают по жизни, а она выбирает. Вот так я вижу вас, девочки-тельцы. Напишите в комментариях, кто у нас телец. Похоже ли описание на ваш характер? Вот несмотря у меня дочь телец, и несмотря на то, что она родилась в последний день господства, так сказать, тельцов, да, и на следующий день уже близнецы, тем не менее, она типичнейший телец. Вот прям чистый-пречистый. Все, я всех обнимаю вас, девочки, и целую. До новых встреч. С вами была Наташа. Пока.